Всем привет! Сегодня мы с вами снова проведем экскурс в старую первоначальную альфа-версию World of Warcraft. Версия, которая была доступна исключительно для разработчиков, ну и, возможно, для небольшой команды тестеров. Я уже неоднократно вам демонстрировал альфа-клиент и всякие достопримечательности, которые разработчики не решились добавлять на релиз. Но сегодня у нас необычное видео. Сегодня мы с вами прогуляемся по первой версии Дворфийской столицы, которая с момента создания и до того момента, когда предстала перед глазами широкой публики, претерпела настолько серьезные изменения, что любители WoW Classic просто не узнают тот самый Ironforge, к которому привыкли. Кроме того, мы с вами не просто посмотрим на старую столицу дворфов, но и слегка приоткроем первоначальные планы Blizzard, которым сбыться было не суждено. Но для начала, как всегда, рекомендация для тех, кто играет на офф-серверах. Если вы раздумываете над тем, как оплатить подписку World of Warcraft или решить проблему нехватки золота, поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10. Ссылка в описании. Итак, как я уже говорил, сегодняшнее видео будет не похоже на мои предыдущие съемки с клиента 0.5.3, по причине того, что мы не пойдем на альфа-клиент, а увидим альфа-версию Стальгорна на клиенте 1.12. Это уникальный опыт, потому что хоть старый клиент разработчиков 0.5.3 и сохранился до наших времен, оптимизирован он под современное железо очень плохо, не поддерживает формат широкого монитора, имеет низкое разрешение, ну и вообще очень нестабилен для съемок. Но мне повезло. Благодаря проекту Turtle WoW, который, как я уже рассказывал, в процессе восстановления каких-то ранних олдовых фишек ванилы, у меня появился доступ к Альфа Стальгорну на более новом клиенте. Не знаю, по какой причине они портовали альфа-версию Ironforge на свой клиент, возможно, планируют что-то с ним сделать, но нам, собственно, это не особо важно сейчас. Главное, что старая столица дворфов предстала перед нашими глазами в отличном смотрибельном формате. И мы сегодня можем заглянуть во все уголки этого сооружения и прикоснуться, так сказать, к истории создания и развития крупнейшего города Альянса. Скажу так. Первый раз, как я сюда попал, по первичным признакам я узнал Альфа Стальгорн. Хотя бы потому, что во входной арке отсутствовал тот самый дворф, который встречает игроков, вздумавших посетить обитель дворфов. Согласитесь, залетая на Грифоне внутрь города, вы каждый раз восхищаетесь масштабом и эпичностью этой скульптуры, украшающей главные ворота. Близы, так сказать, постарались создать то неповторимое чувство грандиозности прям с самого начала знакомства с городами-столицами. Но в данном случае скульптура дворфа либо еще не была готова, либо мысль о ее создании еще не пришла в голову разработчикам. Зато, разглядывая вход, я обратил внимание на любопытную деталь. Раньше не обращал на это внимания, а тут заметил. Разработчики создали главные ворота, руководствуясь реальными правилами защиты средневековых замков. Если вы когда-нибудь задавали вопрос о том, зачем на главных воротах такая сложная система входа, почему бы не сделать прямой доступ к внутренним помещениям сразу, то я вам отвечу. В средние века схема защиты замков как раз подразумевала делать главные ворота неудобными для штурма. Если, например, первый рубеж выносился относительно легко, с помощью таранов или осадной артиллерии, то сокрушить вторые рубежи было довольно сложно. Хотя благодаря тому, что пространство для маневра в относительно небольшой арке не позволяло создать разгон для тарана, и внутренние ворота были защищены внешними стенами для осадных сооружений. Более того, пытаясь разрушить внутренние ворота, нападающие будут находиться под непрерывной атакой со стен обороняющихся, что как бы тоже затрудняет штурм. Такие завихрения на входе присутствуют не только здесь, но и в Штормграде, Агримаре, и собственно Стальгорн также не стал исключением. Пройдя через ворота, вместо огромной торговой площади вы упираетесь в узкий проходной коридор. И тут уже выясняется одна из причин, по которой разработчики решили старый Ironforge перестроить. Минутка истории. На старте разработки WoW Classic элемент торговли был развит плохо. В основном торговля велась через чат и в конечном итоге из рук в руки. Аукциона как такового не существовало. Вместо него Blizzard хотели сделать какое-то подобие рынка или торговой площади, куда бы игроки приходили с целью что-то продать или купить. Этот принцип был позаимствован из других похожих проектов. Но по мере развития мира, расширения онлайна, стало понятно, что систему торговли надо было как-то сделать удобнее.
Итогом развития торговли между игроками стало появление первых аукционных NPC, которые выступали в роли посредников между продавцом и покупателем, и которых для удобства поставили рядом с теми самыми торговыми площадками. Но, выставив одного такой NPC в Ironforge, скрылась одна проблема. Например, в Штормграде уже существовала торговая площадь, тогда как в Дварфийской столице такой не было вовсе. Большая толпа игроков, скопившаяся у аукциона, совсем не вписывалась в узкие коридоры города. Нужно было как-то это место облагородить, сделать более удобным. Кроме того, игроки, участвовавшие в тестировании, жаловались на слишком запутанную систему проходов и коридоров, в которых легко можно было заблудиться, не говоря уже о том, чтобы найти дорогу к нужному месту. Большое количество указателей эту проблему не решало. И город был многоярусным, и поди разбери, на каком ярусе тебе надо искать нужного NPC. Парадокс. Первая версия Стальгорна считалась самой неудобной. Тогда как вторая версия, по мнению тех же игроков, благодаря своей централизованной системе, стала самой удобной столицей из всех существующих. Тем не менее, первоначальная задумка была интересной. Я отрицаю тот факт, что разработчики спланировали архитектуру первого Ironforge плохо, не имея представления о том, как нужно планировать города. Скорее, они хотели создать игрокам атмосферу приключения, квеста, в котором им приходилось исследовать каждый клочок этого подземного города и получать яркие эмоции от находки каких-то скрытых территорий и подземных залов. В центре столицы стояла огромная печь, которая символизировала о том, что мы находимся в городе ремесленников. Печь выглядела внушительно. Однако лично у меня она с трудом вызывала какие-то ассоциации с устройством по обработке металла. Если бы не заголовок локации, поди еще догадайся, что это такое. По всей видимости, печь все же должна была быть центральной достопримечательностью города, и к ней было открыто сразу несколько проходов. Чего не скажешь про некоторые другие сооружения. Например, про метро. Найти его можно было на нижнем ярусе, спустившись на лифте, и о том, куда на нем можно было добраться, можно было только догадываться. Но я могу прийти к выводу, что вело оно не в Штормград. На тот момент в Шторме метро вообще не существовало. И даже не в Дарнас, о чем я ранее предполагал в своих видео. А куда бы вы думали? Совершенно верно. Один из путей вел в Гномериган. Четвертая столица Альянса, которая по некоторым причинам была упразднена и превращена в низкоуровневое подземелье. Об этом свидетельствует надпись «Гномы» при входе в здание вокзала. Причем, обратите внимание на вокзал. Он выполнен не в привычном для нас стиле, в котором к нему подкатывают 3 платформы, как в современной версии, а несколько иначе. Подъезжать к вокзалу должно было нечто большое. Возможно, это одноплатформенное устройство, на которое игроки заходили, и далее выезжали в портал. О том, что поезд заезжал в портал, а не бесконечно перемещался, как в современной версии WoW Classic, свидетельствует, конечно, строение туннеля. Пройдя его до конца, обнаруживается дыра, ведущая в никуда, которую, как вы понимаете, игроки видеть были не должны. Однако на вокзале Альфа Стальгорна существовало 2 пути, в отличие от современной версии WoW Classic, где у метро был только один маршрут. И раз есть второй туннель, надо подумать, куда он мог вести. Это должен быть не уступающий по размерам Гномеригана мегаполис, не иначе. Стали бы дворфы проводить метро в какую-то мелкую деревню. Сначала я подумал о другой части Гномера, более далекой от центрального входа, что было бы логично. Где еще кроме Гномера нам может встретиться похожий вокзал? Но потом мне пришла в голову мысль, которая после выстраивания нескольких логических цепочек привела меня к большому открытию, о котором я вам сегодня, конечно же, расскажу. Дело в том, что вполне возможно в планах разработчиков была отстройка других дворфийских городов, коих, как вы понимаете, должно быть больше одного Ironforge. На эту мысль меня навело не совсем логичное окружение в туннеле метро современной версии WoW Classic. Каждый игрок Альянса, или даже иногда Орды, пользовался современным метро, соединяющим Штормград и Стальгорн. И наверняка многие из вас гадали о том, под каким водоемом могла проходить эта трасса. Отправляясь с вокзала, поезд, проехав какое-то расстояние, выезжал в подводную локацию, а потом снова ехал под землей. Замечали, да? Раньше я предполагал, что в Альфе первоначальный маршрут метро соединял Стальгорн не со Штормом, а эта подводная локация могла быть условным обозначением Великого моря, разделяющего Восточное Королевство и Калимдор. А маршрут был проложен с материка на материк, с целью более удобного перемещения игроков между этими землями.
Моя теория хоть и имела почву, ну, относительно размытую. Ну, например, добираться до Дарнаса в ваниле было крайне неудобно, это факт. Почему бы не провести метро туда? Ну, давайте будем реалистами. Хоть World of Warcraft и фэнтези, но какие-то моменты не должны уходить за пределы здравого смысла. Ну уж совсем далеко. Представьте туннель протяженностью несколько тысяч километров, проложенный под водой. Ну, такой проект, при всем уважении к дворфейским строителям, был бы им навряд ли под силу. Даже если бы им и захотелось проложить туннель на другой материк, рыть его пришлось бы не 100 лет. Это раз. Ну а во-вторых, нафига рыть туннель под водой, когда в далекие земли перемещаться на кораблях куда разумнее и дешевле. Метро — это все-таки транспорт для перемещения в мегаполисе, ну либо инфраструктура, соединяющая соседние города. Причем очень дорогое в постройке относительно альтернативных дорожных сообщений. Мысль соединить континенты, находящихся в разных полушариях, путем метро, Крису Метсону навряд ли могла прийти. Равно как и навряд ли он планировал прокладывать метро через весь материк Штормград, как мы наблюдаем сегодня. Идея прокладки метро до Шторма похожа на кривую заплатку геймдизайнеров, которые за невозможностью реализовать какие-то идеи придумали альтернативное решение для уже созданного контента. Второй туннель, если он не планировался для того же Гномеригана, должен был идти в какие-то соседние к Айронфоржу земли. Вопрос только в какие. Сопоставив факты, я выстроил такую версию. Вернемся к загадочному озеру, которое мы видели в туннеле. Так получилось, что на текущем маршруте никаких озер нет. Не думаю, что разработчики оформили туннель от балды и впихнули подводный маршрут, ну просто так, для красоты. А стало быть, эта часть локации туннеля метро была сделана для другого маршрута. Мы не можем упрекнуть художников в невнимательности к деталям при разработке ландшафта Азерота, мы можем только предъявить им за лень. Они просто-напросто поленились перерисовать локацию туннеля заново и вставили старые разработки в современный маршрут, понадеявшись, что кому придет в голову обратить внимание на эту, казалось бы, незначительную деталь. Кто будет искать то озеро между Штормградом и Стальгорном? Мы-то с вами не лентяи и нашли то самое озеро. Проезжая под водой и изучая окрестности, вы могли мельком заметить длинношеее чудовище, так безмятежно плавающее под водой. Прикинув, в каких озерах такие обитают, приходим к выводу, что это водохранилище не что иное, как озеро Лох-Несс в землях Лох-Мадана. Согласен, такие звери обитают не только в Лох-Нессе, например, такое же можно найти в водоеме Красногорья. Но, учитывая, что Лох-Несс находится ближе всех к Стальгорну, сомнений, что это именно это озеро, не возникает. Выяснив направление и примерное расстояние, мы делаем заключение, что туннель проходит не абы куда, а в место, где по старым меценовским картам должен располагаться он самый – Грим-Батол. Город – столица одного из дворфийских кланов, по истории ушедших от собратьев после гражданской войны, который, по всей видимости, планировался в ваниле, но по неизвестным обстоятельствам был отложен до лучших времен. Уверен, что разработка Грим-Батола велась параллельно с другими объектами WoW Classic, и он вполне мог стать дополнительным административным центром в землях, где находится современное Сумеречное Нагорье. А мог быть и инстом, почему нет? Почитав историю Грим-Батола, я выяснил, что он изначально планировался как город враждебного для Стальгорна клана. Вот когда эта деталь была добавлена в лор, вопрос. Может быть, в 99 году, когда рисовалась карта, об этом даже не помышляли. Blizzard на заре создания WoW довольно часто вносили корректировки и в географию Азерота, и в сам лор, так что все может быть. На месте, где сейчас находится Грим-Батол, мог теоретически находиться Гномериган. Все возможно. Я тут недавно посмотрел интервью Джона Статса, он говорит, мы там многие объекты вообще втыкали от балды просто так. Грим-Батол мог быть союзным альянсу городом, но об этом, к сожалению, пока нет никаких данных. Я думаю, что со временем, как это часто бывает, мы выясним, куда была проложена вторая ветка метро и какой город находился на границах Азмодана, но пока это остается загадкой. Тем не менее, мы выясняем, что изначальный метрополитен не должен был соединять Стальгорн ни с Штормградом, ни с Дарнасом. И я думаю, идею провести метро в Шторм позже подсказали геймдизайнеры, когда выяснилось, что Гномер становится лоу-левельным инстом, а проект Грим-Батол откладывается до лучших времен.
А раз уж Стальгор надо все равно переделывать, то вместе с ним надо переделать и систему метро. Ну, поскольку много материала уже под него было написано. И навряд ли бы я пришел к такому выводу, если бы однажды не побывал в этом месте. Видите, как много может рассказать ничем не приметный вокзал в метро в старой альфа-версии Стальгорна. Порой удивляешься, как много работы проделают разработчики и как легко они свои труды перечеркивают, отправляют либо в помойку, либо на переделку. В одних случаях такой подход оправдан, когда дело касается улучшения игрового мира. Но в других случаях очень жаль, когда интересные идеи не находят своей реализации из-за скудных на тот момент технических возможностей. Вот. А мы с вами продолжим изучать историю первозданного Азерота, как и раньше. Выкапывать скрытые материалы из всех возможных источников. Поэтому не забывайте подписываться на канал и, как всегда, буду благодарен за лайк под видео. Удачи, не болейте.